Всем привет! Меня зовут Максим Дахин, я являюсь одним из основателей и техническим директором группы компании Crocs. Сегодня мы поговорим об усилении антенн. Хорошо это или плохо? Почему-то сложился стереотип, что чем больше усиления, тем это лучше. Но это не так. И я попытаюсь доказать вам это и развеять этот миф. Для понимания этого вопроса необходимо обратиться снова к диаграммам направленности и к тому, как формируется коэффициент усиления антенны. Как правило, для того, чтобы получить больший коэффициент усиления антенны, нам необходимо увеличивать габариты антенны. И зачастую это сложная техническая задача, которая требует большой инженерной работы. К примеру, рассмотрим диполь. Я напомню, он дает усиление приблизительно 2 dBi. Если мы установим еще один диполь, вот так, то суммарный коэффициент усиления этой системы будет на 3 дБ больше. Я напоминаю, что 3 дБ в разах это в 2 раза. То есть простым удвоением мы получаем плюс 3 dB. И, соответственно, у этой конструкции суммарный коэффициент усиления получается 5 dBi. А можно ли больше? Да, можно больше. Если мы удвоим эту конструкцию, то суммарный коэффициент усиления уже вот такой антенны получается 8 dBi. В общем-то, все просто. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. И посмотрим, что же мы получаем в этом случае. Для понимания сути возьмем попросту воздушный шарик. Воздушный шарик – это очень хороший эквивалент трехмерной диаграммы направленности изотропной антенны. То есть изотропная антенна, если мы ее окружим сферой, то она имеет равномерное распределение плотности энергии по сфере. Вот сфера – это наш шарик, а внутри, допустим, находится изотропная антенна. Каким образом ведет себя диаграмма направленности такой антенны? У такой антенны диаграмма направленности напоминает бублик. Вот если мы даже не будем усложнять все, вот такая вот у нее диаграмма направленности вдавленная. То есть вот эти вот части мы вдавливаем и получаем диаграмму направленности одного диполя. Если мы берем 2 диполя, то вот эта вдавленность еще сильнее увеличивается. Если мы берем 4 диполя, то наш шарик становится уже вот таким. То есть получается, что мы очень сильно энергию распределяем по горизонтальной плоскости, а вверх и вниз антенна практически ничего не излучает. И чем сильнее мы будем наращивать количество этих диполей, увеличивая коэффициент усиления антенны, тем сильнее мы будем приплющивать, делать более приплюснутые, а так вот будет правильно сказать, диаграмму направленности антенны. Хорошо ли это? А вот это уже зависит от ситуации и от того, где мы будем применять эту конструкцию. Допустим, у нас здесь находится человек, и у него мобильный телефон. Какой нам нужен коэффициент усиления у антенны мобильного телефона? Все очень просто. Нам нужен коэффициент усиления очень-очень маленький.
ну, хотя бы 0. Я не говорю об отрицательных значениях, потому что, скорее всего, у антенны телефона будет еще и отрицательный коэффициент усиления. Почему? Ну, как-нибудь расскажу позже. Нам нужно, чтобы телефон излучал во всех направлениях. И, конечно же, желательно в сторону от головы человека, чтобы лишний раз не облучать и не нагревать мозг. Потому что, ну, хотя мощности сейчас уже небольшие у мобильных телефонов. То есть нужно вот так, потому что мы при разговоре вращаем мобильный телефон, мы не знаем, какая у нас будет поляризация, мы можем разговаривать лежа, сидя, стоя, как угодно, постоянно вертеть головой, поэтому задача у мобильного телефона – излучать энергию повсюду. Поэтому, если мы здесь применим какую-нибудь большую антенну, то что получается? У нее будет, если изобразить в виде векторов, уровень излучения сюда вот такой вектор, а сюда вот такой вектор. И получается, что если у нас находится здесь антенна базовой станции, то как только мы повернем телефон, то максимальный сигнал пройдет мимо нашей базовой станции, а сюда пойдет минимальный сигнал. Поэтому в мобильном телефоне мы явно не должны идти по пути того, чтобы получить антенну с максимальным коэффициентом усиления. Это попросту не нужно. Можно рассмотреть и другие ситуации, где не нужен большой коэффициент усиления. Таких ситуаций на самом деле очень-очень много. Например, кораблик. Закрепим здесь антенну. Кораблик плывет по речке. Он может качаться. Здесь нам тоже не нужен очень большой коэффициент усиления, потому что антенна будет качаться туда-сюда. И вместо того, чтобы, если мы изобразим диаграмму направленности вот так в разрезе, то она будет приблизительно вот такой вот. Если небольшой коэффициент усиления, ну, чуток я криво рисую. А если у нее будет маленький коэффициент усиления, то изображу красным цветом, то диаграмма направленности будет вот такая. И, соответственно, запас на то, чтобы кораблик качался, а мы можем провести от этой точки, видите, вот так вектора. А вот сюда вектор будет уже коротенький. То есть сюда мощность излучения, получается, будет меньше, сюда больше. Соответственно, у нас больше запас на то, чтобы кораблик мог качаться, а антенна работала эффективно. И рассмотрим ситуацию, когда нужны, напротив, коэффициенты усиления средние и большие. Допустим, у вас есть какое-то здание, и здесь располагается антенка какая-то. Ей необходимо связаться с базовой станцией. Если базовая станция находится недалеко, то здесь ситуацию необходимо рассматривать с двух сторон. Во-первых, хотите ли вы светить узким лучом на базовую станцию, либо вы хотите этим лучом светить еще куда-то. Вообще допустимо ли это? Потому что, с одной стороны, когда вы светите узким лучом на базовую станцию и небольшой мощностью, то вы создаете очень мало помех другим станциям. То, что если вы будете светить широким лучом и огромной мощностью, то находящиеся здесь базовые станции, здесь базовые станции, все они будут вас слышать, видеть, чувствовать. Поэтому зачастую лучше ограничить мощность и поставить антенну большого усиления, чтобы держать связь вида точка-точка.
Ну, в частности, такое применяется в радиорелейных станциях. Там мощности могут быть меньше 1 ватта. И они имеют практически игольчатую диаграмму направленности. Например, вот если вы видите вышки мобильной связи, здесь стоят такие круглые штучки на них. Это и есть радиорелейки. Так вот, находясь вот здесь, ну, допустим, там в 20 метрах от базовой станции, вы никаким прибором не увидите излучения этой радиорелейной станции, потому что она светит очень-очень узким углом, практически лучом. И для того, чтобы ее принять, нужно попасть по высоте в аналогичную станцию приемную. Применение узкого луча позволяет избежать помех, сконцентрировать энергию в одном направлении и передать сигнал без ошибок. И рассмотрим еще такую ситуацию. Вот стоит наша базовая станция. И на ней вы видели вот такие антенки, прямоугольнички. Это не что иное, как секторные антенны. Я в одном из видео уже рассказывал о том, что такое секторная антенна. Получается, если мы посмотрим на эту станцию вот так вот, сверху, то вот эта прямоугольная коробочка светит вот так вот, очень-очень широким углом. Это угол порядка 120 до 60 градусов может быть. Даже более узкие углы есть. И еще она светит очень узким углом вот в этой плоскости. Причем на таких антеннах есть специальные элементы, иногда даже система удаленной подстройки наклона и ширины угла. Таким образом, получается с такими антеннами накрывать узкие области. То есть здесь работает одна антенна, здесь работает уже другая антенна, и здесь третья антенна. Обычно используется около 3 антенн для того, чтобы закрыть местность около базовой станции. Ну, на этом, пожалуй, закончим. И в следующем видео продолжим. Всего хорошего, подписывайтесь и ставьте лайки.